Друзья, всем привет! Сегодня я буду делать необычную диораму с интересными дополнениями и не менее интересной моделью, для которой мне придется изготовить детали, прежде чем ее собрать с помощью вот таких силиконовых форм. Инструкции по сборке тоже не предусмотрено, только буклет с рекомендациями, поэтому нужно на листке набросок сделать, чтобы понимать, какое количество деталей изготавливать. Первый материал, из которого я попробую изготовить детали, это акриловая смола. Добавляю небольшое количество в стакан и разбавляю водой, после чего перемешиваю. Моющим средством, которое сильно разбавлено водой, сбрызгиваю формы. И после начинаю заливать эту смесь формы, изготавливая свои первые детали. После заливки форму вот таким образом трясу для того, чтобы выгнать пузыри. Смолы мне, конечно же, не хватило, поэтому взял обычный алебастер, точно так же разбавил его с водой и попробовал изготовить детали из него. Ночь спустя вынимаю первую деталь из формы и ломаю ее. Так вышло. Остальные детали удалось извлечь из форм без повреждений. После извлечения первые партии деталей формы тщательно промываю под душем. И повторяю этот же процесс большое количество раз. Даже с третьей попытки мне не удалось изготовить арку, не повредив ее. Она всегда ломалась в одном и том же месте, поэтому взял небольшое количество акриловой смолы, также ее разбавил с водой и просто склеил эту деталь. Та же история с деталью, которая является угловым соединением. Решение здесь очень простое. Небольшой кусочек проволоки. И после этого деталь из формы достается в целости и сохранности. После изготовления всех деталей для моего строения начинаю их обрабатывать, но лучше всего это делать сразу после выемки из форм. Тогда материал еще мягкий и обрабатывается он гораздо лучше. Также все детали промываю обычной водой, чтобы избавиться от пыли. Всего на их изготовление мне понадобилось 3 дня. Детали сложил в необходимую конструкцию и сфотографировал их, чтобы примерно понимать последовательность сборки. Клеить буду с помощью обычного ПВА. Для начала детали склеиваю в пары. Чтобы все было ровно, использую обычную линейку и дальше пары склеиваю между собой. И чтобы также все было ровно, детали лежат лицевой стороной вниз, потому что их высота может незначительно отличаться друг от друга. Самое главное не давить сильно и не переусердствовать, потому что вот. После этого детали решил укрепить с помощью обычной салфетки. Кладу ее на готовый блок, так скажем, деталей и смачиваю водой. После этого просто выливаю клей и размазываю его по поверхности. Склеив между собой основную часть деталей, тем самым уменьшив их количество, начинаю собирать здание кверх ногами. Опять же, для того, чтобы все было ровно. Тем не менее, все равно пришлось немного их подгонять с помощью наждачной бумаги. Акриловой пастой убрал все щели, которые остались после сборки. Дальше собираю крышу. Это самый сложный здесь элемент, потому что все должно сойтись идеально. И также здесь есть как внешние углы, так и внутренние. Потому что крыша Г-образной формы. В завершении приклеиваю на крышу конек, и можно сказать, что стройка окончена. Начинается другая стройка. 3 куска пеноплекса соединяю между собой с помощью зубочисток. Прямой угол у диорамы будет только один. Ножом подрезаю лишнее, чтобы сформировать полукруглый пригорок, и рельеф буду делать из жидких обоев.
Они похожи на вату, имеют легкий вес, но в то же время очень прочные. Заливаю их большим количеством воды и разминаю в такое пюре. Вторым компонентом этой смеси будет гипсовая шпаклевка, разбавляю ее с водой и добавляю к обоям. И дальше прям руками формирую рельеф. С одной стороны сделал лестницу, с другой подровнял углы, сделал много выступов и на этом же этапе приклеиваю бальсу с обратной стороны. Основание будет сохнуть очень долго, приступаю к следующим работам. Первым делом это, конечно же, грунтовка. Тщательно покрываю ей всю поверхность строения. Это очень важно. Крыша будет другого цвета, поэтому грунтую ее в белый. И также в белый грунтую надгробия. Всего здесь их 20 штук, и все они разные. Беру пасту для лепки белого цвета, небольшой блин формирую и после этого раскатываю его. С помощью вот таких фактурных валиков буду передавать на поверхность рисунок. Первый рисунок вот такой необычный, интересный, а дальше обычная фактура каменной кладки, одна из которых будет выполнять функцию пола у строения, чтобы он не стоял просто на земле. Эту заготовку кладу на основание и очень сильно прижимаю к ней строение, чтобы, так скажем, сравнять его с землей. Гипс имеет свойство впитывать в себя, тональность краски падает, и именно поэтому очень важно, как я и сказал, покрыть поверхность. Помимо грунтовки перед базовым слоем на строение, на каменные ее части наношу краску серого цвета, а на крышу голубого. Такое количество слоев перед покраской позволит добиться, так скажем, насыщенного результата. Вот такой вот кривой корень и сорняк, который уже похож на дерево, но я его разбираю на мелкие ветки. Самые большие приклеиваю и фиксирую их с помощью проволоки, а все остальные просто сажаю на клей ПВА. И немного отдельных веток, из них я буду делать кусты. Дальше все растения покрываю из баллона коричневой краской. Чтобы для дерева сделать листья, мне понадобятся листья и вот такой фигурный дырокол. Немного подрезаю ножницами, чтобы было удобнее, и далее из этого кленового листа начинаю изготавливать мелкие дубовые листочки. Их понадобится очень много, потому что помимо дерева они будут валяться на земле. Наношу на дерево аэрозольный клей и просто сверху посыпаю. С кустами поступаю немного иначе. Беру 6-миллиметровый флок. Прыскаю немного клея и для начала кусты посыпаю флоком, для того, чтобы придать им объем. Листву буду делать из вот такой присыпки от фирмы Нох. 6 разных цветов, коричневый, зеленый, серый, мне понадобится для того, чтобы покрасить надгробие. Их много и нужно, чтобы они были разные и смотрелись интересно. После покраски в основной цвет и не дожидаясь высыхания добавляю цвет контрастный и позволяю ему произвольно растечься по поверхности. Это дает интересный эффект. Старался сделать их разными, но чтобы они при этом не выбивались из общей картины. На этой диораме будут даже грибы, их ножки крашу в бежевый цвет, а шляпки крашу преимущественно в красные оттенки и немножко в коричневые. Это мухоморы, и им нужны белые пятна. Вот так вот я их легко делаю. Из заготовок, сформированных валиком и приклеивая их на клей ПВА, делаю вот такую лестницу. И в некоторые места добавляю вот такие элементы.
Покраска крыши заняла всех больше времени, потому что каждую вот эту черепинку я красил в отдельности. Если кратко описать, чего я хотел добиться, то чего-то похожего на хвост русалки. После покраски методом сухой кисти делаю высветление, чтобы этот хвост смотрелся еще более выразительней. Покраска камня сильно проще. Я взял серые, коричневые, светлые, всякие оттенки и просто хаотично нанес их на поверхность. Сначала вот так полосками, а потом тычковыми движениями, как бы растушевывая их и объединяя в одну разноцветную картину. Выступающие части на окнах делал самыми светлыми. Ставлю таким образом, чтобы крыша была в горизонтальном положении, потому что следующий этап — это смывка. Таким образом она нанесется равномерно и не будет стекать в одно место. Наношу ее в большом количестве, чтобы создать сильный контраст и отделить каждую черепинку друг от друга. Надгробия покрываю разными цветами смывки, зелеными, коричневыми и, конечно же, черными. Для камней использовал темно-коричневый цвет, и при покраске я специально делал все светлее, потому что это акриловая смывка, и помимо того, что она затекает в углубление, она меняет тон базовой краски. Беру дубовую кору, насыпаю ее в кофемолку и перемалываю. Измельчив, высыпаю ее в банку, туда же добавляю мелкие камушки, песок, гипсовую шпаклевку, жидко разбавленный водой клей ПВА, немножко акриловой краски и вода. Тем же ПВА клеем соединяю строение с основанием. Дальше этой смесью полностью покрываю всю поверхность. Следующим слоем будет акриловая паста. Также наношу ее на всю поверхность и на этом этапе устанавливаю надгробия в заранее заготовленные отверстия. И опять же по всей поверхности прохожусь акриловой смывкой, чтобы затемнить ее. Теперь мое самое любимое — это ландшафтный дизайн. Его условно можно разделить на несколько этапов, и первый этап будет как бы фон. Я просто нанесу на всю поверхность флок. Клеить его буду на обычный ПВА, в который добавлю глицерин. Поверхность большая, и благодаря глицерину клей ПВА будет гораздо дольше сохнуть. Как вы уже поняли, на диораме время года будет осень, поэтому и так в бледно-зеленую траву я добавил еще коричневого и желтого флока. Вот такие мелкие корни придадут этому месту заброшенный вид. Просто разбрасываю их по поверхности и туда же кидаю какие-то перемолотые тоже мелкие ветки. Вклеиваю их также на клей ПВА в заранее заготовленные отверстия. Чтобы они вот так вот не торчали, а лежали на поверхности, заправляю их еще в одно отверстие, и в итоге они прям лежат. И еще приклеиваю, чтобы они свисали по стене. Разбрасываю листья в основном в левой стороне, там будет стоять большое дерево. Фиксирую все это специальным фиксатором, просто вот так вот прыская на всю поверхность. Дальше решил добавить вот такого мха, он сделан из флока длиной 1 мм. В основном приклеиваю его около или на каменной поверхности.
Вот такой специальной смесью, она немножко фактурная и матовая. Наношу ее просто на каменные поверхности и делаю переход от мха к камню. Бежевый флок длиной 6 миллиметров просто хаотично вот так вот высаживаю по всей поверхности, опять же, используя клей ПВА. Вот прям так его и наношу поверх первого слоя флока. Это тоже мох, но только натуральный, и он очень сильно похож на папоротник. Также высаживаю его на поверхность. Это, кстати, второй этап ландшафтного дизайна после фона. И, конечно же, высаживаю заранее сделанные кусты. В основном стараюсь приклеивать их около здания, чтобы у них как бы был фон в виде каменной стены, и они не стояли пусто и одиноко где-то в стороне. Не забываю и про грибы. Немного живности этой работе явно не помешает. Они сделаны методом фототравления и уже окрашены. Вот такие зверушки, ящерицы и пауки. Спасибо ребятам из Green Stuff World за то, что дали необычные материалы для этой интересной работы. Подписывайтесь на Инстаграм, там будет гораздо больше детальных фотографий этой работы. Вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, лайки, комментарии. Всем продуктивного творчества и до новых встреч!